Друзья, всем привет! Сегодня мы отправляемся знакомиться с девочкой Машей и ее семьей. Мы с ней познакомились, когда в прошлом выпуске с многодетной семьей Елены дарили им подарки. Когда мы дарили подарки девчонкам, они делились теми подарками, которые вы тогда отправляли с Машей. Они подарили кулон, сумочку, какую-то одежду небольшую. Маша была невероятно счастлива. Вы тоже многие просили узнать историю Маши. Там у нас в том выпуске каждый, наверное, третий, пятый комментарий был там о Маше. Съездите к Маше, узнайте, посмотрите, может быть, чем-то помочь. Собственно, для этого мы едем, чтобы познакомиться, узнать историю их семьи и, возможно, в будущем, чтобы мы вместе с вами им чем-то помогли. Поэтому мы вам всем желаем приятного просмотра. Наливайте себе чай, присаживайтесь поудобнее, и прямо сейчас мы начинаем. Мы приехали до Маши и ее семьи. Здравствуйте! Как ваши дела? Я Игорь. Очень Елена. приятно. Игорь, привет. Я Игорь. Как дела у тебя? Артур. Я Андрей. Артур, Андрей. Парни, идемте, поможете? Кто арбуз будет брать? Я. Унесешь? Да. Ну давай. Вот будет потеха, если он его уронит. Ну что, как у вас дела? Рассказывайте. Помаленьку, пошли. Покажете, как вы живете? Ай, молодец. Вот это бабушкин домишко. А, вот это у вас бабушки дом. Да. Ну, на него уведомление прислали, чтобы мы его снесли в течение 6 месяцев. Здесь печка стояла. Это дедушка у нас сюда, потому что оно все разваливается. Угу. Из кладовки сделал ванную комнату. Обалдеть. У вас здесь и вода проведена? Да. Круто. Большая редкость, что вот так вот в таких стареньких домах есть вода. Вот эта комнатка, вот тут сынок ноги поджимает, спит. 3 кровати? Да, а здесь мы колбаской укладываемся. Каждый ноги поджимает, и так ложимся втроем. То есть здесь вы с малышами. с Андреем и Артуром, А да? здесь больше некуда поставить. Здесь Маша спит? Здесь Маша, да. Угу. Саша, ты здесь? Я тут, да. Чай, кофе сделай. Кофе, чай. Летом к себе Да жарко, перебираемся. наверное, пока нет. Летом к себе перебираемся, чтобы где-то что-то как-то делать, перегородки все поставить. Летом переезжаете в свой дом, который у вас строится. Да. Как сейчас лето? А вот сейчас папа нас остановил, потому что посмотрел на наше произведение, сказал менять пол полностью. Там ДСП под стеной, а он весь ходуном ходит. А, то есть вы там не заливали, да, просто из дерева? Ну, ДСП. А ваши, говорите, родители, то есть мама с папой, они раньше жили здесь, Да, они здесь живут. а сейчас они... Папа у меня уехал в Москву, его двоюродный брат забрал, он туда уехал. Мама тут одна осталась, и мы в зиму, когда я в старом доме своем хруст услышала, это было под Новый год. Я в эту ночь собралась, ребятишек забрала и приехала сюда, и так мы здесь и остались. А он у нас потихоньку, помаленьку и начал рушиться. В итоге зал у нас упал. А вы в это время где были? А мы уже здесь были. Потому что когда хруст Обалдеть. начался в стенах, я детей забрала оттуда. И здесь вы 3 года, и то есть вы тот дом 3 года потихонечку делаете? Тот год у нас уже... Ой, тот дом получается, что, 5-й год мы его делаем, мы это делать не можем. А когда этот зал рухнул, мы с Сашей вдвоем там в лето до часу ночи ковыряли, чтобы снести его. Сами, что ли, его Да, разбирали? да. Такой Всё, же что не такой же упало, деревянный дом? Он больше был, там было 56 квадратов. А, Здесь больше. у нас 25, по-моему. 25 квадратов на 5. Да. 5 квадратов на каждого. Расскажите, немного о себе. Я в Волгограде родилась. Мы сюда переехали, мы 3 года жили в Новосибирске в общаге. Я маленькая была совсем. Кто-то приехал, сказал всем, кто в общежитии живет, выселяйтесь отсюда. Богач какой-то выкупил, тут будет то ли клуб, то ли ресторан какой-то, что-то такое. Заставили оттуда съехать всех. Деваться некуда было, мама все золото собрала, еще и не хватило, брат ее взял в суду. Ну, все, здесь я в 1 класс пошла, в ту же школу, куда и Маша сейчас идет. А, вы там же учились? В той же Я школе? там же училась, и несколько моих учителей еще осталось там. До сих пор? Да, и они и Сашу выучили, сейчас Машу доучивают. А, И сейчас еще Артура принимают.
А сколько классов закончили? В этой школе 9 закончила, но я потом, когда Сашу родила, я через 2,5 года, получается, пошла в вечернюю школу, я доучилась. А потом работать пошла. Пошла учиться на экономиста-бухгалтера в Колыванский наш техникум. А получилось так, что тут надо и кредит платить, значит, работать надо. А учеба, она у меня ни туда и ни сюда. Начальство как-то не очень устраивало, да, начальника не очень устраивало, что как это кадры будут разбегаться там на сессию. И я между учебой и работой оставила работу. Ты, кстати, это с Машей-то виделась после этого? Один раз, по-моему, да. Но она ночевала у меня. Здесь? Да. А как вы ночуете А мы с здесь? ней на одной кровати сидели. Здесь с Машей? Маша, наверное, вон туда, где телевизор залазит. Где-то Да. Они полночи спят на одной кровати, а потом под утро Маши разворачиваются, друг на друга залезают, блин, и Маша идет на пол спать. Одеяло понакидает себе и спит. А они же, когда здесь ночуют, они же, наверное, болтают, вам спать мешают всем. Мама, Да? Да не, мы в телефоне сидим. А, вы через телефон-то общаетесь? Ну, это дети нового поколения, они все через телефон. Вот Мама это вот тоже через маленькая. телефон. Мгм. Вот он еще один в телефоне. Еще и ночевать умудряетесь. Мама Вообще. маленькая. А ты у них не ночевала? Нет еще. Просто меня мама не отпускает. Туда? Да. Ну, одно дело, если бы там чисто Лена с ребятишками была, но там же еще мужчина в доме взрослый есть, уже как-то неудобно. А, Мне самой тоже как-то неудобно. у них, в принципе, отдельная комната. Ну что, она проходная, конечно, пока что, это да. С мужем, с вашим, как вы там познакомились, где он Мы сейчас? познакомились, он приехал, он сам приезжий, он приехал в Колыване работать. Месяц он за нами бегал, я, сестра и подружка наша. Мы в свою компанию никогда никого не принимали. Все хотел познакомиться, мы отказывались. В итоге познакомились спустя месяц. Начали встречаться, так и остались вместе. А потом, когда я уже беременная была, я уже заметила, что он начал на меня руку поднимать. Сначала как-то в шутку, так потихонечку. А потом я начала замечать такое, что он на людях один, гостеприимный, там, хорошенький такой. А когда мы один на один остаемся, я только так летала из комнаты в комнату. Я 15 лет прожила в этом, как в рабстве. Я официально с ним развелась в 15 году, и то он тогда еще не уходил. Добивал на побоях, чтобы не уходить с этого дома. В итоге дом рухнул, он уехал работать. Общаться общаемся, как не общаться? 4 детей. Суд ему не запретил, как я ему могу запретить? А сейчас у него новая семья, у него там ребенок, сыну 1,5, по-моему, годика. А он вам помогает чем-то? Он раньше помогал, и то очень редко. Если я его просила, скинь мне денег на продукты, он не мог, там, 500 рублей, 1500. Я ему говорю, ну что это за деньги на 4 детей? Я работаю на 2 работах. На одной работе у меня 9 тысяч, на другой 4. Это сейчас вы работаете? Да. Я еще хотела недавно 3-ю работу взять. Мы на 10 договорились, и без 10:10 мне звонит сестра и говорит, папа на мопеде загорелся, звони, узнай, куда он убежал. Между работой и папой я пошла искать папу. Мне уже не до работы было этой. А еще на что вы живете? Какие-то пособия? Пособия детские. Вот этими детскими пособиями я смогла поставить перегородки в доме у себя. То есть вы этот дом потихонечку делаете, сколько, говорите, 5 лет уже? 5-й год пошел, А вот да. коробку вы на какие деньги тогда возвели? Вот коробку нам как раз папаша помогал ставить. И то он делал это все через своего брата. И купил он такой материал. Когда я увидела первую машину с Сибитом, я чуть не плакала. Я гоняла их обратно. Это хуже, чем 3-й сорт. Это, по-моему, вообще не кондиция была. В одном такого куска нет, поломанный. Другой там чуть ли не на 2 части. И из таких материалов вы строили дом? Да, я его хотела развернуть, приехал, получается, дядя детей. Он машину остановил, все, они начали выгружать. Они, получается, начали выгружать, я их стала выгонять. Они давай обратно это все в машину. И когда уже дядя детей приехал, они уже все окончательно выгрузили и уехали. А 2-ю партию уже я ему не доверила, я уже сама закупала. А отец детей, он как сказал? Я ему сказала, есть застройщик, папин знакомый, папа с ним начинал свою карьеру стройки. А я ему сказала, давай вот этого человека позовем, он нам сделает смету, этот проект. Он все сделает сам, он проектирует небольшие дома, но они такие уютные.
Каждая комната, она по-человечески все разделена, все как надо. Я говорю, давай его попросим, он нам все сделает. Говорит, либо мой брат будет делать, либо, если вы хотите кого-то вызывать, своих знакомых, вот деньги сама и доставай. Тут уже никуда не денешься, а выбора у меня не было. Либо я на улице остаюсь с детьми, либо я жду, пока они мне сделают. Вот они поставили коробку и разбежались. После чего он мне сказал, что я тебе коробку поставил, а дальше делай все сама. Я помню один случай, когда вот Андрей, он был еще грудничком маленький, а мама сварила суп, короче, и я не помню, то ли она макарон не положила, то ли наоборот положила, из чего папа разозлился и хотел этот кипящий суп вылить на маму с ребенком, пока дядя не остановил его. А ты где была? Я была рядом. Характер у него такой. У него родители нормальные, они добрые, но сам он какой-то... Ну, такой, наверное, властный, да, он? Это все равно, так понимаю, уже, страница, которую вы уже пережили. А я смотрю, у тебя футболочка, это Люба тогда ее достала. Она отдала Маше, а Футболка, Маша ко мне да? пришла. Да, Маша ко мне пришла, она переоделась здесь и пошла. А ты достаточно далеко, вы живете друг от друга. Да, но это не мешает нам видеться. Мы раньше ходили вместе в школу, когда на Щетинкино жили. Ну, как там дом обрушился, нам пришлось сюда переехать. А сейчас, ты говоришь, на прошлой неделе, а на этой что не виделись? Не знаю, я как-то не выхожу на улицу, мне как-то лень. Я сижу дома там. Тем более, в последнее время у меня по дому дела, помогаю маме. А кушать сама умеешь готовить что-то? Да, То есть без маминой помощи? да. Иногда я люблю что-то придумывать свое, типа того, что картошку там с чем-нибудь пожарить, с таким, который еще никто не готовил. То есть Но, правда, иногда получается вкусно, а иногда приходится давать собаке. Расскажешь, что у тебя здесь на полках? Это не мои. А, это не твои? Артур в первый класс идет. Это вот там все его? Тонкие его, а общие это общие. А это вы уже запаслись на Это мы 1 начали, сентября? с весны запасаться, чтобы успеть к концу собрать все. Получается, а кто в 1 класс идет? Ты куда? Ты через 2 года. Через 2 года? А ты сейчас в каком? А я закончил школу. 9 классов? А тебе сколько лет сейчас? 17. А в колледж не пошел? Армию дождусь, а после армии уже можно спокойно. Ребенок хочет Учиться. в армию, а его не берут. Сказали, недобор веса, оставили его. Призывную комиссию сейчас проходит. Он уже был на комиссии. Они его уже заранее отбраковали. Ты не выглядишь прям супер худым, то есть нормально, мне кажется, для твоего телосложения, там, роста, возраста нормально. Сколько тебе надо добрать? 15-16 примерно. 15 килограмм? Да. Это что, тебе надо на пирожках сидеть, кушать? А как не уйдет на работу, потеряется, звоню, я говорю, ты где есть? Сейчас я туда зашел, я сюда зашел. Придет домой, говорю, садись кушать. Я уже поел. Ты работаешь? Что ел? Да, Шаурму с по утра до дороге. вечера. С 8-9 уже на работе. И сколько ты работаешь уже? 4-й год, наверное, уже идет. То есть ты когда в школе учился, уже работал? Да, А- с 8 класса. Где работаешь? На стройке неофициально. Ты, наверное, поэтому тоже не пошел в колледж, что у тебя была работа там. Че учиться, если можешь деньги зарабатывать? Учиться это в городе. Я лучше поработаю тогда. То есть и ты все вот с одним, грубо говоря, в одной фирме работаешь уже там 4 года. Ну Круто. как в фирме? Его дедушка с собой загребает. С дедушкой-то вместе. Ты сейчас какой класс закончила? 7-й. 7. То есть тебе еще 2 года. У тебя потом какие планы? Что ты думала? Чем Ну, заниматься? я думала получить права, пойти подработать там таксистом, тем более водить я умею. Таксистом, девушкой-таксистом? Да, таксистка или как-то, не знаю, короче. Вот. Вань, ты как себе это представляешь? Как правильно? Не, слушай, у нас вот есть эти приложения, да, не раз Я тоже как садилась вызывал, за руль, приезжала, да, Один раз. женщина-таксист. Необычно же услышать, я бы хотел поработать таксисткой. Да, кстати, мы первый раз слышим, что кто-то хочет таксистом поработать. Да не, ну это же сначала подработать надо. А потом? Потом я хочу в колледж пойти учиться. Не, у тебя еще все впереди. В смысле, ты можешь закончить сейчас 9 классов, и потом параллельно учиться там и заниматься. А в колледж на кого бы ты хотела учиться? А я до сих пор не знаю. Кстати, еще 2 года Ну, ты мы с учишь. Машей хотим вместе поступить в один колледж. А вы прям как лучшие подружки с Машей? Да. Вот оно что. Я бы хотела себе карьеру. Не думаю, что у меня получится. Какую карьеру?
Не знаю, раньше я хотела модельную пойти. Меня не раз приглашали, но мама была против только потому, что это повлияло на мою учебу. Я бы стала еще хуже учиться. Я понимаю, что мне это не светит. Фотографии, и они могут отправить. тебе модельное агентство. Ваня, точно. Спасибо. То есть у тебя мама против, что там где-то, допустим, в купальнике, да, нужно будет сфотографироваться? По маминым понятиям так, ну, недопустимо. Да. В данный момент у тебя там мечта заниматься модельным, да, каким-то вот вещами, там, фотосессии, показы мод, да, там, и так далее. Мечту нужно иметь, это на самом деле. А ты, кстати, писала что-нибудь вот в книжечку, которую мы... Я просто не знал, что у тебя сегодня будет подружка. Я предлагаю этот планер подарить ей. Хорошо. Держи, это тебе. Прикольно, мне нравится. Тоже расписывай свои цели, мечтай, планируй свой день. Да. Да? Покажешь? А может, не надо? Ну хотя бы что-то покажи, что там не супер секретное. А медальки что тут у вас? А это Сашина. Там по тэквондо. Еще какой был? Боксингу. По кикбоксингу. Новосибирск, 3 место. Это все по тэквондо. Да. Там они еще, наверное, упали за шкаф. А, вон они еще с той стороны. Где? В школе еще занимался? Да, я школьник был. С 5-го, с 6-го или как? Прям и там еще, да, тоже? Обалдеть. Это еще, по-моему, какие-то потерялись, да? А что перестал? Почему профессионально не пошел заниматься? Да, не знаю, как-то бросил. Ну, я как-то завалил, на пояс у нас экзамен был. Доски не смог разбить, и они сырые все были. Ну, я Короче, как-то... Психанул и, да, и забросил. Да, разочаровался сильно. Ну тогда не только он, даже я разочаровалась. А это его официальный сертификат на пояс. Это какой пояс у тебя был? Это зелено-синий. А, И ты сдавал уже на следующий. Да. Зимой холодно, да, включайте. включаем это. Это еще обогреватель. А здесь в комнате вообще батареи есть? Мгм. Печка была Саня, здесь. ну-ка убери камень, пока на голову не упал. А, вот. А вход где был в ту комнату? Вот туда. Где-то. В смысле, вот эта высота двери была? А это уже, ну, дедушка Да, ваш это делал, да? дедушка сделал Сам. уже. Убрал печку, которая здесь была. Да. Мы тут только что про вас говорили добрым словом, отзывались, говорили, как вы тут все переделывали, дверные проемы увеличивали. Здорово у вас тут прям, молодцы. Потихоньку крутитесь, вертитесь. Ваш мотоблок? Да. Куда Ну, ездите? Никуда. Так, Стоит? перевожу для дома, что надо. Когда пахаем. Один раз спахали, 3 года его ремонтировали, никак не могли Мотоблок потом? отремонтировать. Да, теперь они его отремонтировали. И всё. Вот только пахать на нем уже нельзя. А по грибы там люди вот ездят? Не, дом вообще как пешком ходит. Хорошо, что ты успел доехать. Обалдеть. А, Уже на запчасти. А вы вот это показали, то есть здесь было возгорание? Да, вот у меня вот в этом районе закоротил провод, и он стал гореть. А я ехал и не видел. Когда остановился, смотрю дым, поднимаю крышку и пожар. Кое-как потушил. У меня еще тут полный бак бензин был, еще здесь бензин был. Вот он закоротил и все, и пошел гореть. Скажи, мы еще не взорвали. Я с внуком ехал, еще не взорвались хорошо. А это у вас весь участок получается? Весь участок. Вот. Вот она, слива растет. Она в этом году как вишня, вся усыпана. Вот она, слива. Ну это еще... А сколько ей спеть? Осенью только, ближе к осени. Осенью? Да. А это что за дерево? Орех. Грецкий орех, по-моему. Грецкий? А вон мы оттуда это взяли саженец, вон у соседа. А, в соседа сажали? Да, посадили. У Натальи вот, Михайловны там грецкие орехи. Круто. Так а вы сейчас, допустим, вот они дом построят, вы тоже все вместе будете или вы здесь Нет, мы будете? сюда придем. Мы отсюда ушли с женой. Вы сейчас где-то временно живете? Да, временно на квартире живем. Вот здесь по весне у меня бассейн. Здесь дорогу подняли, это подняли. Здесь Ой, образовался у вас тут бассейн. улей что ли где-то? Ну да, где-то что-то там пчелы. Надо просто посмотреть, куда они залетают и вскрывать просто и убирать улей Скрывать оттуда. это надо все скрывать, смотреть, куда они залетят, что у них там вообще. Так, может, найдете и мед будет еще. Ну, конечно, там, ага, сейчас они оставят мед. Пока я до меда доберусь, они меня покусают. Ты даже закладки себе сделала. Да. А что у тебя там написано? А это написано то же самое, что и в принципе. Просто чтобы у тебя... А тут же есть Вспоминать. закладка лента.
Да, но мне вот по таким удобнее. А у тебя так далеко ты что там заполнила? Вот самая последняя закладка. Это чё? А, да там просто... Заметки, да? Да. Вот это вот покажи. Одну страничку нам. В этом году я обязательно буду лучше учиться. Начну идти к своей цели в жизни. Да. Ты начала его вести. Он тебе как-то помогает? Да, я расписала на неделю там свои планы. Ну и ты им следуешь. То есть- Да. Я хотела сходить в магазин, я сходила в магазин, платье себе купила. А ты в том доме, который вот у мамы, ну, строится, никак не может доделаться, ты там что-то, ну, делала, помогала в чем-то? Ну, бывало, я помогала носить там доски. А ты свою комнату там видела? Да, я сначала такая, почему у меня комната маленькая, у Саши больше, чем у меня. А там твоя комната примерно как вот такая или меньше? Как вот эта же комната? Почти, да. Я уже там распределила, где у меня мебель будет стоять, где что. Но, видимо, мне кажется, что она будет тогда, когда я уже школу закончу, потому что сколько стройка уже идет. А ты вообще веришь, что тот дом может когда-то доделаться? Да, не зря же эту стройку начали, мы столько денег потратили. И до сих пор отстроится? Мне мама уже давно обещает то, что вот... Раньше он мне говорил, что мой день рождения мы там празднуем, но, видимо, А у тебя когда день рождения? 14 мая. Папа вроде как обещает, что он поможет там что-то сделать. Мне как-то мало верится. Там сейчас, честно говоря, в ограде свалка такая. Угу. А из-за чего она образовалась? А этот же дом, когда мы снесли старый дом, там же этот пол еще остался и подвал. У мамы с дедушкой сейчас туда ходят, там убираются, дрова складывают. Работы будут заканчиваться строительные, его, конечно, я думаю, они вывезут, все это надо убирать. Ну, ты нам потом что-нибудь покажешь, чем-нибудь поделишься? Что-нибудь здесь заполню, покажу. Здесь просто из того, что я не стесняюсь показать, только фильмы, которые... Фильм один я смотрю сейчас, сериал. Ну, в принципе, я сейчас много сериалов смотрю, но... А ты туда планы на неделю расписываешь свои там по дням, Да. что тебе нужно сделать, да? Ну, я сейчас только на понедельник расписала. Ну, круто. Ребят, тоже, кто хочет приобрести, мы оставим в описании ссылку на наш ежедневник. Кому интересно, заказывайте себе, своим детям, родным, близким. Вот, это крутая штука, которая помогает, да, Да. и меняет жизнь. Ну, у вас перегородки, вы говорите, уже поставили. Да. Перегородки тоже из Сибита ставили? Нет, ДСП. А, из ДСП ставили? Мгм. А кто перегородки делает? А это сын у меня с другом делал. Папы тогда еще не было здесь. Перегородки эти мы уже давно поставили. Года 2 и точно есть. Как вот планировали вот дальнейшее свое будущее? То есть там вы перегородки, например, поставили, там следующим этапом вы что планировали, когда планировали? Самое ближайшее мы планировали сделать, газ провести. У нас документов на этот дом не было. И вот недавно мы документы собрали, подали, чтобы признали адрес этому дому. И теперь можно собирать документы уже, чтобы подавать на газ. Батареи там штук 7, по-моему. Я со старого дома что успела снять, я оттуда сняла. Стол, шкафы, ковры, вот это я не успела снять. Мебель у меня там в завале осталась. Долго мы его там разгребали, до сих пор еще не все выгребли. Трудности у меня вот только с этим домом. Отсюда съезжать надо, а туда заехать невозможно. Что нужно сделать, чтобы вы хотя бы, может быть, переехали туда хоть и в голые стены, но чтобы там уже можно было жить? Там самое главное поставить отопление. Трубы, батареи, вот это все прокинуть? Батареи-то у меня есть, а соединять эти батареи мне нечем. Ну, то есть котла у меня полипропилен, нет. трубы Да, нужны, да. спаять все это дело, разводку Паять у сделать. меня папа сам умеет. Именно материала Материал у меня вам нет у нужен. него. Котел туда, окно менять. Если я не ошибаюсь, проект этот он ничего не стоит. А вот Трубу самое тянуть дорогое газовую. это врезка. Сейчас я не знаю, как они делают, не делают бесплатно. Вообще проект же выходил, чтобы до дома делать его, А вы проводить бесплатно. даже не прикидывали, сколько это может стоить? А остальное это уже мелочи, это уже можно потихонечку и Там пусть жизнь в год по чайной ложке это можно делать, да. А сейчас у вас вот на вот эти все действия никаких сбережений, ничего нету? В следующий раз давайте до дома с Сашей сходим, хотя просто нам покажете, мы посмотрим и подумаем, что можно сделать. Хорошо. Мы как соберемся в следующий раз ехать, я вам позвоню. Ты уже пойдешь с нами? Ну или все вместе, да? А я
Давайте. На нас рассчитали. Все, до следующего раза, давай 5. О, давай 5. Все, Саш, еще увидимся. Давайте. Приятно было познакомиться. С Машей, видишь, и привет большой от нас передавай. Мне семья Елены, кстати, да, так совпало, что там многодетная мама Елена, здесь многодетная мама Елена, там есть дочка Маша и здесь дочка Маша. Это абсолютно, вот как говорю, две разные семьи. Мне они понравились, то есть они стремятся, они живут не бедно, но живут очень скромно. Потихоньку, по возможности, делают свой дом, там каждый год потихонечку, да, что какие-то у них шаги движутся. Дом этот, она говорит, собрали они из того, что, можно сказать, было. Эта семья подкупает тем, что она стремится развиваться, стремится улучшать свои жилищные условия, финансовую ситуацию. У них просто сейчас не получается, потому что все деньги, которые они получают, уходят на продукты, и какую-то небольшую сумму они потихонечку покупают материалы. Я считаю, мы в следующий раз с вами приедем, посмотрим, в каком состоянии сейчас находится и дом, и посмотрим, сможем ли мы чем-то помочь, да, в их истории, потому что хотелось бы сделать так, чтобы у этой семьи сейчас вот их подтолкнуть, именно чувствуется, что им не хватает буквально небольшого толчка в жизни, и дальше у них все очень сильно кардинально изменится. И я думаю, это произойдет изменение, как только они переедут в новый дом. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал, на наши все социальные сети. Если кому-то понравился планер наш, можете перейти в описание, заказать его себе. Также у нас есть мерч, наш карма. Мы будем вам тоже благодарны, если вы, может быть, что-то себе приобретете. Для нас это будет поддержка для нашего канала. Следующий выпуск, скорее всего, будет про даму с Марса, про Татьяну, где мы начнем заниматься ремонтом ее печи, приедем с печником. На днях мы собираемся туда выезжать, и следующий выпуск будет об этом. Увидимся с вами через неделю. Пока!